Тенерифе. Обожаю этот остров. В этом видео мы собрали наш личный топ-10 лучших мест. Поехали! И начнем мы с Горачика, райского местечка на лаве и пепле. Город был полностью разрушен во время извержения вулкана Монтанья-Негра, расположенного в 16 километрах от города. Это произошло в 1706 году. Трудно поверить, что раньше это был самый главный портовый город Канарских островов. Красивый центр, такой уютный, маленькие улочки узенькие, церковь Святой Анны, мостовые. Дождик начал моросить. А еще в некоторые выходные сюда приезжает сельский рынок, раскладывают здесь всякие свои товары и продают это все. Ну, я не знаю когда, но не сегодня явно. Но что-то здесь готовится, какой-то праздник. Это центральная площадь Горачика, площадь Свободы. И тут сидят очень много людей, полицейских и всех остальных. И они едят какое-то такое блюдо, я не знаю, что это. Что-то местное, да? Попробуй. Таю волнует, где они это взяли, потому что я не вижу здесь никаких сейчас торговых лотков. И плюс еще дождь капает. Да. Все едят одно и то же. Привет, ты такой классный. А еще в Горачика есть замечательные лавовые бассейны. Мы их вам сегодня не показали, потому что они были закрыты. Старый порт. А сейчас мы покажем вам бассейны Мартианес в Пуэрто-де-ла-Крус с океанической водой. Вот центральный вход. Здесь вы покупаете билетик. Билет стоит, кстати, 5 евро с человека, если вы берете просто 2 шезлонга. А если зонтик, то там немножко еще нужно доплатить. Бассейны открываются в 10 часов утра. И, в принципе, лучше так и приходить. Самое оптимальное время. Потому что к обеду, часам к 12, к часу, здесь уже очень-очень много людей. Но шезлонгов достаточное количество, и вы все равно найдете себе местечко. Учитывая то, что пляжи Пуэрто-де-ла-Крус очень ветреные и красный флаг – это постоянное явление здесь, бассейны Мартианес – это отличный выход из положения. Вы плаваете, по сути, в той же океанической воде. Территория бассейнов очень большая, их несколько, но самый-самый большой бассейн с океанической водой наполняется после мая месяца, в конце мая, наверное. Сейчас он не работает. Ого, только что была. Видела? Хорошее такое место, очень много зелени, пальмовых оазисов, красиво. На территории есть и пиццерия, и бары, и разные кафешки. И очень много пальм и водопадиков. Вообще все очень-очень так красиво обустроено. Маленькое драконье дерево. Вот такие виды со стороны океана открываются из бассейнов Мартианес на Пуэрто-де-ла-Крус. Ущелье Маска и деревня. Вы поймете, почему это место настолько захватывает дух. До поездки сюда начиталась в интернете, что в Маску абсолютно безумная дорога. Так вот, ну это немного преувеличение. Дорога норм, узенько, серпантины, но разъехаться спокойно можно. Спустились ниже, и здесь уже так не задувает, не так все критично, как наверху на парковке. Для некоторых пейзажи Маски напоминают Мачу-Пикчу в Перу, город инков в перуанских Андах, и в этом что-то есть. В любом случае Маска оставляет сильное впечатление. Каховка. Кактус пострадал. Только здесь можно попробовать мороженое из кактусов. Да, дегустируй. Спасибо. Только не урони его. Ну что? Я не понимаю, я немного заболевшая, что вкуса нет. Я чувствую какую-то растительность во вкусе. Я вообще мороженое не люблю, но это решили попробовать.
А потом с моим языком случилось вот что. Обратно наверх поднимаемся по такому крутому спуску. Здесь скользкие эти камни. Лора Парк – один из лучших зоопарков в Европе. Это и зоопарк, и ботанический сад, шоу косаток и дельфинов. Самый большой и самый лучший пингвинарий в мире. Не только в Европе, а в мире, представляете? И огромный океанариум. Здесь вы сможете открыть для себя Антарктиду. Мы сейчас зашли на территорию птиц. Здесь очень много разновидностей попугаев разных, от маленьких волнистых до вот таких огромных. И будем двигаться, там где-то есть фламинго, которые бегают по лужайке. Вообще здесь, конечно, такая тропическая территория, огромный-огромный тропический сад. Очень много пальм, очень много зелени, парк очень приятный. И везде такая свежесть и прохлада. Птицы так громко кричат, да? Тут все птички могут ходить и летать на свободе. Единственное, что тут натянутые сетки, чтобы они не вылетели за территорию. Сетки наверху на очень большой высоте, их даже не видно отсюда. Поднимаемся по лестнице и поднимемся вон на ту смотровую. Мне нравятся фламинго, они такие яркие, какие-то милые, необычные, да? Милота. А еще здесь есть медузарий. Представляете, если вот это вот страшное существо укусит под водой? В Лора-парке просто потрясающее шоу косаток. Я купила себе чашку с хамелеоном, а Гене купила вот такую. Пуэрто-де-ла-Крус – маленький уютный городок на берегу Атлантического океана. Мне он очень-очень нравится, и сейчас вы поймете почему. Просто красота, да? Набережная, здесь всегда очень многолюдно. Все выходят, прогуливаются. Очень много кафешек различных, ресторанчиков. И очень-очень потрясающий красивый вид на океан. Мы еще не были в той стороне города, и сейчас мы пойдем туда по набережной. И, может быть, зайдем где-то покушаем и подождем, пока немного разведнеется, чтобы пойти поплавать. Gioca a baseball, ma il sordo è camel. Chi te li dà la borsetta di mamma? Tu fa l'americano, americano, americano. Ma si dà di vita lì, senta a me, non c'è sta niente da fa, ok la pulita. Lasciatemi cantare, ho la chitarra in mano, lasciatemi. Лос
Лос-Гигантес – небольшой городок с огромными вулканическими скалами, которые видны из любой части города. Их высота от 300 до 600 метров. Местные говорят, что в ущельях пираты прятали сокровища. Часть драгоценностей они так и не забрали, и сегодня их может найти любой. Ищем дельфинов, но их пока не видно вообще ни одного. Одни барашки волн. Они так быстро выныривают, мы не успеваем ловить эти моменты. Вон их трое. Красивый здесь порт в Лос-Гигантесе, а мы сейчас идем к бассейнам. Надеемся, что волны большой не будет и мы поплаваем. После морской прогулки мы отправляемся в бассейны Лос-Гигантес. Проблема в том, что здесь часто бывают очень большие волны, иногда эти бассейны закрывают из-за опасности волновой. Ну вот сегодня мы смотрим сверху, волна, конечно, приличная, но бассейны открыты, надеюсь, что нам удастся нормально поплавать. Обама – небольшой пляжик с желтым песком. Территория отеля Ридс-Карлтон доступна для всех. Здесь не бывает волн из-за искусственного волнореза. Место очень классное. Тай сок. А мне шампанское и конфетка. Красивое очень место, потрясающее, да? Могу сказать, что Плая де Обама – это один из моих самых любимых пляжей на острове. Если встать лицом к океану и пройти левее, вот сейчас мы стоим на этом месте, здесь тоже очень красивые панорамы, здесь можно вечером на закате солнца сделать прикольную фотосессию. Крабы? Да. В ущельях вот таких вот много. Пляж Тереситос – лучший на Тенерифе. С 1960-х на пляж стали привозить песок из Африки. Построили специальный волнорез от волн. Вода очень чистая и прозрачная. И здесь есть вся инфраструктура. Красотища. Пока этот пляж у меня просто в фаворитах из всех, на которых мы были за эту неделю. А еще здесь красивейшие пальмы, такие огромные, с финиками наверху. Здесь классно, что есть теневые зоны под деревьями и под пальмами. И если вам надоест на солнце, то можно спрятаться в тенечек. Многие так и делают и стелят подстилочки под пальмой. Сиам-парк был 9 раз признан лучшим аквапарком в мире. И если вы отдыхаете на Тенерифе с детками, то я считаю, что это место просто обязательно к посещению. Мои ожидания от этой горки, что она будет страшной, потому что там на 4 места. Сейчас еду и расскажу. Тая идет на плюшку.
Мы поднимаемся на самую высокую горку этого аквапарка, да. Город в мире вообще. Это одна из самых страшных и экстремальных горок во всем мире, представляете? Я туда иду. Давай. Вот такая высота. Высота горки с 10-этажный дом. Человек разгоняется и практически набирает скорость 80 км в час и почти свободное падение. Это очень страшно. Влетаете в трубу, вот в такую стеклянную, но я думаю, что рыб этих увидеть нереально в таком полете. Мы плывем по реке, по Тайской реке, на плюшечках. Красиво здесь. Цветочки такие. Ну не уплывай далеко. Ленивая река для тех, кто не любит экстремальные всякие штуки, горки, как я, для меня. Красивый вообще такой парк. Зелень это тропическая. Ну вот, наверное, это самый красивый аквапарк из всех, в которых я была в жизни. Мама, А я была во многих, да, хотя мама я их не нравится люблю. не один, потому что она не любит горки и ненавидит аквапарки. Я противник горок, я их не люблю с детства. Наверное, с тех пор, как эти аквапарки появились. Вулкан Тейде – то место, ради которого многие прилетают на Тенерифе. Не подняться на вулкан, считайте, это все равно, что вы не были на Тенерифе. Высота Тейде 3718 метров. И это третий в мире по величине вулкан. А его высота с дна Атлантического океана 7500 метров. Представляете? А еще это самая высшая точка Испании. Кратер вулкана иногда покрывается снегом. И отсюда, с этого места, от шоссе, он соединен канаткой. Канатка начинается с высоты 2356 метров. И за 8 минут вагончик поднимает вас наверх до высоты 3555 метров. В вагончик помещается 45 человек. Вулканические камни запрещено, кстати, забирать с территории национального парка. Мы сделали пару красивых фоточек и сейчас будем подниматься на канатной дороге на самую вершину практически. Одевайтесь тепленько, здесь может быть снег, и сейчас на данный момент всего лишь 6 градусов. Вот уже меня раздели, отдала Тае, чтобы она не заболела. Недаром сердечником нельзя сюда подниматься и людям с плохим здоровьем. Хотя у Таи ничего такого нет, но вот ей стало нехорошо, и у нее кружится голова. Мы сделали подборку тех мест, которые стоит увидеть на Тенерифе, на наш взгляд. А вы можете дополнить в комментариях, в каких местах вы еще рекомендуете побывать.